Итак, проверяем, подключается или нет. По зеленым стенам можем догадаться, что мы на станции метро Лесная. Так, connecting чат, все дела, все. Идем к выходу. Друзья, добрый день. Сейчас покажу себя. Вот такой я утепленный сегодня. Значит, выходим на станцию метро Лесная и пойдем сперва в сторону Петроградки. Сегодня в Питере минус 10. Кто-то скажет, что это не такой и холод, но с непривычки, знаете ли, зябенько, зябковато. Вот. Ну, для всех любителей метрополитена и, знаю, тут некоторым внукам наших постоянных зрительниц нравится метро. Покажу поезды. И пойдем. Я вот эти вагоны называю сгущенки, потому что они раскрашены как банки сгущенок, а это у нас новые составы. Мы идемте на эскалатор, пока нас толпа не вынесла. Вечно торопящиеся люди. Вообще, сказать по секрету, было у меня в планах сегодня поехать на Невский проспект. Ой, трясется, это я варежки одеваю. Поехать на Невский проспект и спокойно поснимать про Невский, про мистический Невский проспект, про легенды, истории Невского проспекта. На что-то я так подумал, а не пройтись ли нам экскурсией от Петроградской части. Точнее, тут у нас получится материк, Петроградка, скорее всего, Васильевский остров, и окажемся где-нибудь в районе Исаакиевского собора. В общем, пройдем опять насквозь несколько районов Петербурга. Я не забыл включить на часах трекер, так что в конце экскурсии будет трек. Игорь Ламихов, вы все правильно заметили. Морозить я буду только себя. И Игорь, у меня к вам вопросики. Нам нужно серьезно поговорить по поводу вашего поведения и где вы иногда шляетесь без нас. Так, у нас сегодня работает чат выводится, чат будет на экране в записи. Должны работать все уведомления, все оповещения. Не знаю, как сегодня на Невском, но, знаете ли, может быть, вы, кто интересуется Петербургом, видели массу всевозможных сторис, где толпы на Невском у людей. Это, знаете ли, отталкивает нас, жителей города, поэтому в гущу событий я лезть не хочу, я имею в виду в толпу, поэтому мы вот начнем со станции метро Лесная, как я уже сказал, и пойдем к центру, как-нибудь дойдем. Как раз у нас уже стемнело. Будем смотреть елочки, всевозможную другую иллюминацию.
в городе. Здесь у нас, получается, мы выходим на Лесной проспект. Я понимаю, что, Игорь, вы живете в Пушкине. Я про другие стримы. Мы все видели, все заскринили. У нас на вас дело. Папочка копится. Так, не художник. Привет, сейчас живу в Ереване. Спасибо, что даешь возможность поностальгировать и посмотреть родные места. Но вот скажите, насколько для вас Лесной проспект роден, роднен, в общем, родственен. Для тех, кто давно не был на станции метро Лесная, вы сейчас будете в шоках. Смотрите, справа через дорогу громадная стройка. Долгое время здесь был пустырь, котлован, бассейн природный. Ну и вот еще по левую руку тоже офигеете. Там уже был завод какой-то. А сейчас уже строится очередной ЖК. Так, здесь мне приходится спускаться опять в подземный переход, ибо здесь по-другому никак. И Игорь не обидели. Я шучу, иронизирую и ну, как будто подстебываю, но чё тут? Чё уж тут? Так. Здесь заброшка прям на перекрестке. Раньше был какой-то автосервис с автомойкой, но, видимо, не совсем законный. Вот и случилось так. Так, мне ближе, конечно, Васька. До Ваську дойдем, кстати. В особенности Приморская. Нет, до Приморской не дойдем. Но, к сожалению, Приморскую и дома на курьих ножках редко снимают. Слушайте, я там частенько, ну и как частенько, бывал, снимал. Мы там мимо проходили, были стримы. Я же от Приморки, точнее даже от Смоленского кладбища ходил до Намыва, там, где новый морской порт. Как раз мы проходили мимо домов на курьих ножках. Все было. Так, дядь Коля. Да, и вам респект, что подключились. Сегодня минус 10, по ощущениям, ну не сказал бы, что все минус 20, но как-то прямо, знаете, ветерок. О, электричка идет. Ветерок и нос со щеками щиплет. Достаточно крепко. Друзья, была у меня попытка на ВК постримить, и она как-то увенчалась крахом. Стрим-то шел, но я не мог видеть чат в прямом эфире, я не мог отвечать. Ну и там было всего то ли 11, то ли 13 человек за первые 20 минут. Ну, тяжеловато. Зная, что здесь у нас на стримах по 200, все-таки, знаете ли, есть варианты, чтобы YouTube работал
на телевизорах. Мне тут подсказали. Вот. Такое волшебное слово, как протон. Говорят, протон, говорят. Погугли протон, там для телевизоров. И все, и там есть бесплатный вариантик. Бесплатная регистрация без подписок на одно устройство. Говорят, попробуй, должно заработать. Вот. Так что за что купил, зато продал. Проверяйте, тестируйте. Мы... Так, Макарова, Двинская, нет, далеко. Мы идем по Лесному проспекту от станции метро Лесная в сторону Петроградки. Сейчас пройдемся по прямой до станции метро Петроградская, до площади Льва Толстого. А там покумекать надо будет такое перепутье. Развилка. Наверное, там по Большому проспекту Петроградской стороны пойдем до Спортивной. Там перейдем мост на Ваську, мимо Василеостровской, и оттуда уже к Исаакиевскому собору. Думаю, какой-то вот такой маневр мы совершим. Главное не замерзнуть. Что-то у меня просто уже пальцы на одной руке морозятся. Неприятненько. Так, тут у нас что, Большеохтинский вроде проспект. Какие интересные инсталляции, эти светящиеся пирамидки. Почти елки. Вот, а по поводу, на самом деле, еще раз Макарова и Двинской. Ну, в Яндекс.Картах сейчас посмотрите, где станция метро Лесная, и где ваша Двинская. Ой, вот эта дорога, которая у нас, получается, уходит вот в том направлении, она идет к Черной речке. Это тоже район такой промышленный был в советское время. Много заводских территорий. Один из заводов абразивных материалов имени Ленина. Шкурки делали. Ну и вот сейчас вот прям по кадру виднеется там краны светятся. Это как раз в тех местах новые ЖК строятся. В общем, вся промышленность в Петербурге из центра убирается, а эти места застраиваются новыми ЖК ценами за квадрат, но посильными далеко не каждому. Далеко. Так, дядя Коля говорит, что в этом районе ни разу не был. Вот, пожалуйста. Я, по-моему, летом здесь со стримом прохаживал. По-моему, даже чуть ли не в этом же направлении. Но у меня, знаете, уже накапливается такой момент, когда я начинаю путать, где я ходил, где я стримил, где я просто видео снимал. Вот, где-то я начинаю сомневаться, вообще прохаживался ли
То есть ходил я вообще с камерой или сам по себе прогуливался. Я вот начинаю путаться. Так, холодная голова, горячее сердце и регулярный стул, говорит Игорь. Ну, каждому свое. Каждому свое. А так, знаете ли, что дома-то сидеть? Будем гулять, ходить. Зиму успевать чувствовать. А то, по-моему, в прошлом году зима такая была, что, ну, как бы, зима-то зимой, все нормально, но сильных морозов не было. Парочку дней минус 30 подержалось, и все. И там до минус 10 все скатывалось. Такая, можно сказать, мягкая, что ли, зима. Но вот в этом году, уже говорил, синоптики вроде как обещают январь таким же, как декабрь, а декабрь у нас был плюсовой. Так что тут у нас опять же пару дней морозных, и конец следующей недели у нас будет опять плюс 0, там плюс 1, плюс 2, плюс 0, плюс-минус 0. Вот, в общем, будем опять плавать. Будет опять подмораживать, будем опять на катке жить. Но ничего, это Петербург. Не дает расслабиться. Здесь сейчас мы идем тоже по проспекту между двумя зданиями. Это промышленные такие заводы, связанные с радиоэлектроникой советских времен. Справа, по крайней мере, облицован современной уже навесными фасадами. Вот, а справа, а слева еще точно так, как было в советские годы, как было построено. Здесь никаких изменений. Да, дядь Коль, и свое не каждому. Ну, свое придет, свое не отлипнет. О, здесь мост впереди тоже украшен какими-то светящимися штуколянцами, там все переливается, цвета меняет, как хамелеон. И вы уже видите телевышку, телебашню, не знаю, как ее правильно-то обозвать, тоже переливается красивенько. Чтобы не было ни у кого заблуждений, это не то же самое, что в Москве Останкинская. Там внутрь не зайти. Это просто каркас. Это как на Шаболовке, только в разы больше. Днем, конечно, видно структуру, скелет этой телебашни. Но вот. И, кстати, месяц у нас в небе. Очень ясная морозная погода. Обычно все тут бегают напрямки, но я не побегу, тут зебра рядом. Плюс у нас еще интересный арт-объект встречает. Их по городу было несколько раскидано, уже много-много лет назад поставлены. Так, привет заснеженному Петербургу
от не менее заснеженного Калининграда. Что, серьезно? В Калининграде снег таки выпал? В кои-то веки, да? Елена Кёник, привет. Так, что? Не будем пропускать? Будем. Ладно, перебежим. Тик-тик-тик-тик-тик. Тут мне на днях попался ролик из Якутии, как человек в минус 52 идет купаться. Реально, как это там в прорубь заныривает. Возмущается, что что-то вода холодноватая, хотя, наверное, вода теплее, чем температура воздуха. Вот. Выбирается из воды, ну и все, и бежит обратно в будку, где он там одевался, переодевался. И такой, знаете, это был звук ломающегося льда. Это такое ощущение, что у него, пока он вылез и пока он бежал, у него трусы замерзли и просто звенели. Так. Итак, заснеженный Калининград еще какой, 22 рейса не приняли. Полно снега, гололеда и туристов. Класс. Насчет туристов тоже в Петербурге, можно сказать, прямо как летом. Очень много людей. Ну, преимущественно, конечно же, на Невском, на Дворцовой площади, на Большой Морской, у Гостиного двора, на Манежной площади. Вот на всем этом отрезке от площади Восстания до Дворцовой, как я вам всегда и говорил, очень-очень много туристов. Не протолкнуться буквально. А что творилось в новогоднюю ночь, просто, наверное, невозможно представить. И я, кстати, да, представить. Я, наверное, вначале не представился, только себя показал. Я Роман, вы на канале Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу. Сегодня мы гуляем в прямом эфире по ночному-новогоднему Петербургу. Вот я про эти световые истории говорил здесь на мосту. Издалека, конечно, лучше смотрится. Так, я видео от 2 января видела. Поток по Невскому идти невозможно. Вот-вот, о том я и говорю, как летом. Здесь у нас одна из наших рек, но это не основная Нева. Это у нас Невка. Там вдалеке Аврора стоит, и вот где Аврора, Нева делает ответвление направо, образуя тем самым остров Петроградский, точнее, что там, Петроградский, Каменный и еще что-то, неважно. Собянина не на нас нет, а нас нет на Собянина. Тема уборки города как никогда остра и актуальна, но мы с вами ее затрагивать не будем. В целом, я скажу, нормально, пойдет. Вот мы же идем, мы же не спотыкаемся, сугробы не перелезаем. Так что все нормально. А вот там еще вдалеке Газпром, или как она там у них правильно называется. В общем, вышка газпромовская зеленым переливается, как елка. Ну ладно.
На мосту, конечно, ветер такой посильнее, аж глаза мерзнут. Сейчас, надеюсь, мы с моста спустимся, между домами окажемся и будет потеплей. Вы лучше расскажите, как вы там с салатами что делаете? Уже по второму, по третьему кругу нарезаете или все старые доедаете прошлогодние? Поделитесь, обсудите. Мне тоже интересно. Так, Анонимус, спасибо за поддержку. Но в очередной раз призываю, понятное дело, по возможности не скрывать имен, хотя бы имя, чтобы я мог потом отблагодарить, проговорить голосом, поименно, сказать спасибо каждому. Уже пылесосим, уже суп ход пошел. Так, всех с Новым годом, Романа персонально. Спасибо, Александр. У Сергея 2 килограмма шашлыка. Я прям завидую. Я в горячего миску с огоньку. Да с пивком. Да в баньку. Эх. Дело хорошее. Так, мост перешли и оказываемся на Петроградской земле. Теперь мы временно островитяне. Мы на острове. Точнее, нет, я наврал. Мы сейчас в Ведде, на Аптекарском острове, а не на Петроградском. Да, у нас же впереди, что там, крещенские морозы. Обычно вся вот эта история с прорубью, с баней, с купелью. Актуально должна быть. На морозе, вот на таком морозе прямо. Так, здесь тоже давайте по зебре пройдем. На таком морозе катастрофически быстро садится телефон. Вообще все аккумуляторы быстро разряжаются. Главное самому быстро не разрядиться. Конечно.
Здесь вот, кстати, что-то не очень такое есть ощущение Рождества и Нового года в этой части Петроградки. Но когда мы подойдем к площади Толстого, там по традиции должно быть красивечно. Я в этом году еще там не был. Ну и не только в этом году, в новогодние вот эти все праздники, предновогодние не был. Не знаю, не видел. Вангую, конечно же, все как в прошлом году. Но вдруг там чем-то администрация Петроградского района нас удивит. Так что пока идем не сильно в этих всех новогодних украшениях. Так, да, Алексей Юшин, да, тоже привет. Фига себе, там, с кого шашлык, с кого коньяк. И это все где будет? В Пушкине? Вот эти все ЖК, это все закрытые территории, дорогое тоже жилье. У них вот там во дворе своя елочка, свои гирлянды. То есть о настроении заботятся и о своих детках тоже. Это хорошо. Так, где мы перейдем? Наверное, бы здесь перейти надо. Или ладно, на следующем перекрестке там перейдем. Город живет. И очень много машин все-таки движется. Время 6:05. Вот там впереди термометр показывает -8. Интересно. Привирает, холоднее, не -8. Вот тут слева за забором какая-то тьма. Вангую, что скоро по типу такого же домика появится. Вообще легко. Так, еще раз повторю. Новые люди на канале сейчас на стриме подошли. Если у кого-то проблемы с просмотром YouTube на телевизорах, то мне вот подсказали, с вами делюсь. Говорят, на Play Market Протон, загугли, говорят. Вот я еще сам не пробовал, но Протон, говорят, загугли, там такое есть приложение. И там можно за бесплатную версию зарегистрироваться на одно устройство и смотреть YouTube. Вроде как не проверял, не знаю, работает ли, но вот люди говорят, попробовать можно. Как мне вот нравится видеть через дорогу светящийся автосалон. И во времена вот этой все доковидные, до СВОшные, это был автосалон Audi. А сейчас вот вижу Джилли, Билли, Милли какой-то, тут всякие вот эти вот китайские истории, которые не выговоришь. Очень печальненько.
Ой, что-то я сейчас жалею, что я куртку одел не длинную. Знаете ли, в Петербурге с этим ветром очень актуально длинные пуховики. Знаете, чтобы ничего не звенело. И я сейчас не про вьюгу. Ну, по крайней мере, что за локация? Локация остров Аптекарский, это Петроградский район. Движемся от станции метро Лесная пока что к Петроградской. Район такой не сильно жилой, хотя тут много ЖК. Но обычно жители этих ЖК все на машинах передвигаются. А в будние дни здесь торговики. Здесь очень много, торговики и бизнес-центры. Здесь рядышком медицинские университеты и институты. Здесь очень много студентов в этих направлениях. Медицинский там еще впереди. Там ведь у нас это всякая улица рентгена и прочее. Но медицинские гражданского толка, не военные. У нас же есть у Финляндского вокзала, станция метро Площадь Ленина, там еще военная медицинская академия. Здесь гражданская. Идем к центру, идем через Васильевский остров, так что впереди у нас все красоты и Васьки, и Исаакиевского собора, и площади Исаакиевской, и в окончании выйдем на Невский. Мы как те самые самураи, у нас нет цели, у нас только путь, и путь таков, какой я вам сейчас описал. Так, добрый вечер, пишет нам Володька. Привет из Ставрополя, наконец, зима, да. Но зима недолгая, точнее, ненадолго. У нас уже конец следующей недели обещают около нулевую, даже до +2, а может и теплее погоду. Будем опять плавать, будем опять намораживать льды для катков. Да, Елена, вижу цель, не вижу препятствий. В очередной раз. В очередной раз. Так, у меня что-то уже селфи-палка говорит, что ей холодно, и она готова отправиться на подзарядку. Значит, мы ей это сейчас устроим. Техническая пауза. Сейчас тут пауэрбанк достану. Неравный бой. В варежках это неудобно делать. Так. Все, я справился. Идем дальше. Опа, много букв. Спасибо за прогулки по родному городу. Уже лет 20 не была в Питере. Живут теперь далеко. И интересно все. Даже вывески читать на домах. Рекламу автобусов. Окей. Я вас услышал. Я буду показывать и вывески, и автобусы. Наверняка вам интересно, как автобусы, те же самые, даже изменились. Какого вида теперь и троллейбусы. Интересные трамваи новые.
а не вот эти погремушки старенькие, которые как будто бы вот-вот и развалятся. Так, что-то я пока переподключался, у нас потерялись где-то 20 человек. Будем надеяться, что вернутся. Такое бывает, когда попадаешь в зону то ли плохой связи, то ли глушилок. Потом стрим плохо восстанавливается, и один из способов — это программу, с которой я стримлю, перезапускать. Так, кому интересно, тут вот странные афиши, придумали странный место для афиш. Тот, Найк Борзов, ну тот это спектакль, рок. Кузьмин, Агата Кристи, наверное, только Вадим Самойлов. Вот, новогодний шансон, новогодняя дискотека, кирпичи, группа, симфонический оркестр, мировые рок-хиты играет. Сатья тут с юмором о главном рассказывает. Дидюля все еще на гитарке своей. И пролетарская танго ВИА. 5 число, это сегодня. Про этот дом я уже рассказывал, вдоль которого мы идем. Сейчас озвучивать не буду, просто загуглите: прогулка вдоль реки Карповки. Там я в этот двор, во двор заходил, про этот дом говорил, что в чем, что к чему и почему. Найдите видео, очень интересно. Да. Подошли к набережной реки Карповки. Мост Петропавловский. Переходим. Здесь я вот вижу, он без иллюминаций. Карповка замерзла благополучно. А вот с той стороне как раз у нас большущая территория медицинских университетов и институтов всяких. Имени того, имени сего. А мы уже вышли на Большой проспект с Петроградской стороны. Так называемый хвост Большого проспекта. Тоже погуглите, видео на канале так и называется: прогулка по Большому проспекту и хвост Большого проспекта. Очень, кстати, скользко. Видите, блестит плитка. Ну, плитка не та, что у вас в ванной или на кухне. Вот это вот гранитные плиты, они скользкие достаточно. Сейчас уже за поворотом будет площадь имени Льва Толстого. Через дорогу театр антрепризы имени Андрея Миронова. Красивое место, открыточное. Узнаваемое.
Кому интересно цены, вывески, ленинградские пышки в стиле теста. Вот уже через дорогу театр. Прошел там арку одну открытую. У меня такая шальная мысль была, а не привернуть ли в нее, а потом подумал, что двор-то будет темный и не удастся вам ничего показать качественно. Ну вот и площадь Льва Толстого, это пересечение Большого проспекта Петроградской стороны и Каменноостровского проспекта. Ну и красивейшая площадь, подсветка на площади. Тут что-то дерево, листву все еще не сбросило. Листва просто засохла. И все. Сейчас подойдем к станции метро Петроградская. Там по подземному переходу окажемся на противоположной стороне Каменноостровского проспекта. Справа у нас дом МОД. Сейчас дорогу перейду. Увидите. Здесь вот прямо из подземного перехода можно в метро попасть. Ну и также вход в метро снаружи, сверху имеется. Кстати, на удивление, здесь в переходе не тепло, вообще не тепло. Обычно из метро теплый воздух поднимается, и в таких переходах, ну, по крайней мере, на Невском проспекте, ну, станции метро Невский проспект, Синяя ветка, в Гостинке, там в переходе тепло, а здесь что-то выстужается. Вот у нас ленинградский дом МОД. Так, донатик прилетел, я пропустил, каюсь, пока под ноги смотрел. Друзья, как вам по звуку? Я могу сейчас больше города дать, выключить шумодав. Ветра вроде нет. Будет, короче, каждый писк, каждый звук. Ну, просто да, чат немножко с опозданием выходит. У меня есть возможность чат вперед читать. Не то чтобы это такая премодерация, но. Так, автобус отъедет. Я дам вам насладиться всей красотой площади. Автобус пропускает пешеходов на зебре. Ну и вот такая красота здесь. Знаете, в центре еще елки не хватает. Как будто бы. Так, давайте попробуем. Я сейчас отключу микрофон.
и посмотрим. Если будет совсем плохо, постараюсь включить его обратно. Ну а мы, видите, мы можем сейчас по Каменноостровскому пойти на Горьковскую выйти. Там сразу будет Петропавловская крепость. Мы на прошлом стриме на ней уже были, поэтому я вот хочу, хотел бы, если от Горьковской, тогда мимо Петропавловки пройти и по Троицкому мосту выйти на Марсово поле, а там, в принципе, опять уже все хожено и схожено. Поэтому для разнообразия пойдем по Большому проспекту Петроградской стороны. Почему для кого-то будет, наверное, вопрос, что я так часто повторяю, что именно Петроградской стороны. Потому что у нас есть Большой проспект на Васильевском острове и на Петроградской стороне. И чтобы не было путаницы, поэтому я еще вот акцентирую, что мы на Петроградке. Ну, короче, пройдемся по Большому. Сходим по Большому. Да, тут не могу никак обойтись без шуточки про то, что жители Петроградской стороны ходят по Большому и Малому, а жители Васильевской, Василеостровской стороны еще и по Среднему. Так, вроде лучше говорите, да? Так звук лучше. Ну, так звук лучше, когда нет ветра. Все остальное у меня выносной микрофон на случай, когда ветер. Так, сейчас с микрофона, подождите, громкость добавлю. Не могу. Вот. Напомню, что донаты, есть возможность озвучивания донатов. Там вроде на странице, когда вы заполняете, кто вы, что вы и сообщение, там сумма должна быть написана, от которой будет озвучиваться. Ну а нет, так я сам голосом прочитаю. И донаты выводятся что с Донат Алертса, что с Cloud Tips'а. Так что не упускайте такую возможность. Табачку? О, табачка! О, табачка. Вот у людей счастье. Они нашли табачный магазин. Ой, сейчас. Как вот без сигарет-то никто не может. Вот забавно тоже даже дом. У нас вот через дорогу с этой аркой от 1953 года. Видимо, дореволюционный доходный дом был утрачен в годы блокады, в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной. Но в советское время, уже в 50-е годы, в расцвет сталинского ампира, этот пробел был заполнен. Ну, стиль дизигн, конечно, отличается, сталинский ампир, от северного модерна. Оп, Александр М, 500 рубликов. Привет из Мурманска. Отлично. Привет и в Мурманск. Или как там говорят, Мурманск. В смысле? Так, Валентина спрашивает, а что в Питере? Не электромобилей? Нет электромобилей, троллейбусы рогатые. Как электромобили связаны с рогатыми троллейбусами?
Если вы говорите про электробусы, то они в Петербурге тоже есть. Причем электробусы движутся часть маршрута на батарейке, а часть маршрута на рогах, на проводах. То есть там, где можно, они идут по проводам, а есть часть маршрутов, где проводов нет, но маршрут новый, электробус может там курсировать, поэтому такие комбинированные маршруты. А электромобили, ну, наверное, как и в Москве, есть. Гибриды всякие бывают. Есть же гибрид, который с двигателем есть электромобили с двигателями внутреннего сгорания, которые работают, заряжают батареи, и с этих батарей уже работают электроприводы на колеса. Есть полностью электрички. Всякие есть. Вот видите, Валентина, как важно правильно задать вопрос. Я всегда говорю, что правильно заданный вопрос – это половина ответа. Да нет, Александр, я же в шутку про вот эти все ударения, любимые у моряков, типа Компас, Мурманск или еще что-нибудь в эту тему. Конечно, в обычной жизни ухо режет. Это точно так же, как в Петербурге обводный канал. Некоторые приезжие из других городов, где нет такого у них топонима, почему-то стараются сказать обводной. И, конечно, петербуржца это задевает, прям как за живого. Это так же, как Веденский канал, да, Веденская или Веденская улица. Мужчина, извините. Не извиню. Вот. Также и с Мурманском. В контексте, в определенной среде, наверное, это допустимо. Но если что-нибудь по телевизионным каналам, наверное, это нехорошо. Неправильно делать ударение. Но в жизни, если вы понимаете, что вас и так все поймут. Так, Олеся спрашивает: скажите, пожалуйста, а почему в Питере не чистить тротуары? Олеся, я похож на Беглова? Напомню, что Беглов — это наш местный губернатор. И за эти вопросы отвечает он, а не я. Конечно, чистят. Почему вы тут видите сугробы? Или что? По-моему, я иду по нормальному тротуару. Снега нет. В чем проблема? Вот даже сейчас вот там едет, видите, эта оранжевая штука. Солью посыпает проезжую часть. Обильно так солит проспект. Давайте оглянемся. Перекресток тоже. Небольшой скверик с бюстом очередного деятеля. Так, Компас однозначно. Но Мурманск, говорят, только те, кто не был и не жил в Мурманске. Я вам больше скажу, знаете, есть же город Котлас в Архангельской области, в верховьях Северной Двины. И как-то по их региональному... нет, это не какой-то регион... Нет, это, по-моему, Вести Россия была.
И там речь была про Котласский целлюлозно-бумажный комбинат. И ведущий в новостях сказал Котласский целлюлозно-бумажный комбинат. Котласский, понимаете, город Котлас, а он как Котласский. Но это вот... Тут, конечно, не про уважение, а просто, человек не знал, как правильно. Но ему как показалось, так он и сказал. Это так же, как я слышал про Териберку, да, у вас в Мурманске. Точнее, не в Мурманске, а на Кольском полуострове. Териберка, да, все знают, Териберка и Териберка. Но я слышал от одного блогера, который туда впервые прилетел, он Териберка называл. Он, видимо, любит теребить, и поэтому он сказал Териберка. Ну что, простить. Но когда ему в первом видео, уже после первого видео, сказали, как неправильно. Так, Олеся, меня зовут Роман, вы на канале «Откройте Питер. Прогулки по Санкт-Петербургу». Мы гуляем в прямом эфире сегодня. Также много видео оффлайна на канале, тематических. Так вот, когда этому блогеру все-таки на вид поставили, что он неправильно ударение сказал, он во втором своем видео пытался говорить правильно, но у него это получалось только лишь через раз от силы. Да, Александр, я понял ударение. Тут не обязательно про ударение на «а». Я сейчас в целом рассказываю про то, как по незнанию. Ну и опять же, было бы в ходу, да, например. Вот тот же самый в Петербурге у нас Аничков мост. Все ведь говорят Аничков. Ударение на первый слог, вообще на первую букву. Аничков мост. Но правильнее говорить Аничков. Аничков дворец, Аничков сад, Аничков мост. Тут такой момент. Но опять же, уже никто не обращает внимания, потому что привыкли. И вот смотрите, уходим в сторону. О, кстати, у нас же там впереди бывший колхозный рынок Петроградского района. И в нем едальня «Балаган». Всем советую, сходите, если хотите отведать кухни разных стран мира и вообще интересные вкуснятины. Вот там, в Балагане, это 1/3 от бывшего рынка, 4 этажа. У нас очень минус 10. По ощущениям, я бы сказал, все минус 15-20. Высокая влажность. Промораживает, знаете, вот в штанины промораживает. Чувствуешь каждым волоском. Что бы это ни значило. Мои друзья к вам приехали выступать сегодня в БКЗ Кузьмин. Да, я же проходил несколько минут назад афишу. И там одна из афиш была как раз Кузьмин. Да. 5 числа, да. В БКЗ Октябрьском, наверное, да? Кстати, вот сейчас проходим тоже классный дом на Петроградке, дом с совами. Вот видите, здесь у входа одна сова каменная и вторая сова каменная. А вообще это вход в парадную, это просто жилой дом. Здесь заходишь, мы даже могли бы сейчас в эту дверь зайти, но там уже следующая дверь, она с кодовым замком. Так, давайте про сосули, да, речь зашла. Вопрос в чате. В этом году сосули на людей не падают. Это вопрос. Нет, пока таких печальных новостей не было.
Но расскажу вам причину образования этих сосулей. Вообще за этот термин спасибо нашей горячо любимой, а кого-то и в обратном смысле Валентине Матвиенке. Она этот термин ввела в обиход, сосуля. Прям звучит как обзывательство. Так, Олеся. Ничего не могу сказать. Это товарищ мимо моей культурной... мимо моего культурного времени. Поэтому ни что Кузьмин старший, ни что его дочка. Я видел ее на «Фабрике звезд». После «Фабрики», куда она делась, я не знаю. Но в целом с творчеством знаком, но не фанатею. Так вот. Про что я хотел там сказать? Меня сбили своим вопросом. О чем я говорил? Напомните мне. Я отвлекся. Померить сумму. Там реально дешевле. Ой, ладно. Что я... про сосули, точно, сорямба. Как я мог забыть, да? Так вот, сосули. Я это связываю с тем, что раньше такой проблемы не было. Вот не было и все, как класс, отсутствовало. Но в какой-то момент это стало прямо проблемой. Я вижу корень зла в мансардных этажах. Просто с какого-то времени, и как раз, возможно, при Валентине, возможно, даже чуть раньше, когда начали разрешать выкупать чердаки и на них делать мансардные этажи. А делали-то технически таким образом, что просто плохо утепленный, плохо утепленная крыша получалась. И тот снег, который лежит на крыше, и вроде как просто должен быть у тебя холодный чердак, над холодным чердаком у тебя крыша, и там на крыше просто лежит снег, и он не тает до весны. А вместо этого, вместо холодного чердака появился теплый контур, но плохо утепленный. И все вот эти квартиры, которые в мансардах оказались, они начали топить снег на крышах. Снег тает, скатывается до края крыши, ну и там, соответственно, намораживается вновь, потому что край крыши уже не утеплен, там тепла уже нет. И все, и растет громадная сосуля. И таких сосуль кошмар и еще больше. Вот. Так, спрашивает Олеся, какая музыка нравится. Я скажу, музыка Петербурга. Разная музыка нравится, разная. Все под настроение. Так, всем привет. Александра, Мишель. В общем, Александр. Александро. Роберто. Кстати, мы уже почти прошли насквозь всю Петроградку. Там уже я вижу в конце туннеля свет на мосту. Тучков мост впереди. Так, маленькая пауза.
донатик. А я здесь делаю настройки, поэтому не вижу. Переключил QR-код в строку донатов. Сейчас в левом углу там ссылка и прогресс-бар от Cloud Tips. А тем временем я аж даже не заметил, у нас 121 человек на стриме. Классно. Идем к успеху. Практически вся застройка, которую мы проходим сейчас, это все стиль северный модерн. Практически. Есть немножко эклектики. Здесь, ну, такая тоже уже эклектика на границе стилей, больше к модерну. Эклектика, напомню, это не отдельный стиль, а винегрет стилей. Вот. Что-то от классицизма, что-то от модерна, что-то от какого-нибудь кубизма, хотел сказать. Ну, в общем, эклектика. Так и вот, к чему я? Это же не просто сам факт, что мы тут проходим, а то, что преимущественно вся застройка, в которой мы с вами сейчас идем, это конец 19 века, начало 20-го. Ведь именно тогда был модерн в моде, или даже вот этот дом классный. Вы представьте, что это вот этот дом, он вот от этой улицы и до следующего перекрестка это все один громадный дом. Здесь раньше когда-то был до революции ресторан с комнатами, с кабинетами точнее. Тут бурлила, кипела жизнь, Содом и Гоморра. Не знаю, сейчас удастся ли вам показать. Здесь даже на входе у парадной. Так, Лариса Соколова передает всем привет. Привет, Ларисе. Вот тут как назвать таких людей, которые паркуются пусть и с аварийкой, но на автобусной, на линии для МТСов. И ведь сидит, что-то ждет. А, что я вам хотел показать? Вот здесь плитка еще дореволюционная на входе. А у следующей парадной лучше покажу. О, вот здесь. Я еще, когда мы летом с вами тут гуляли, вот эта плитка была на месте. А сейчас уже пропала. Заводи мотор, говорит, что по телеку нечего смотреть. Смотрим тебя, спасибо. Вот видите, у кого-то по телеку YouTube работает. Так, Лариса желает хорошей прогулки. Спасибо. Я уже даже не мерзну, как будто бы. Уже, видимо, у меня сравнялась температура. Лис Лисовский только что присоединился. Подписался на канал. Отлично. Так, Юрий. Приветствую. Юрий, вы вот опять категоричны, вот насколько вы можете. Это одна из версий, одна из вариаций. То, что у вас там верхняя раздача, это в одном доме так работает, а в другом нет. То же самое, верхняя раздача, она должна быть утеплена.
Если в вашем доме изоляцию сняли, ну, сорямба. Значит, вы греете просто улицу своими кровно заработанными. Просто я же это сейчас не с головы вам придумал. А я анализирую и вижу, где, в каком доме сосуля громадная растет. Или сосулей. И там мансарда, и там нет чердака с теплым отоплением. А там, где чердаки нежилые, там все нормально, там нет никаких сосуль. Что вы мне рассказываете? Но это не означает, что вы не правы. Мы правы, возможно, оба. Потому что в данном конкретном там случае, может быть, сосули растут из-за того, что там верхняя раздача, паровое отопление, изоляция покорёбана, снята, и вот это все. Ну вот Лариса живет на чердаке, и что? У нее там трубы по квартире паровые идут, или что? Просто я бывал в одном из зданий коммерческих, ну как коммерческих, там организация, институт проектный находится. Вот у них несколько зданий. Одно из зданий, у них мансарда сделана под кабинеты. Так они там за зиму по несколько раз альпинистов вызывают, чтобы они им крышу чистили и сосули сбивали. А до тех пор, пока чердак не был утеплен, такой проблемы не было. Вот живой пример. Не из головы. Любая так. Всех с Новым годом и с наступающим Рождеством желает Александр Вороньков. Классно. Ну что, точно, вот теперь-то мы насквозь прошли весь Большой проспект Васильевского, Петроградской стороны. Вот уже нас за поворотом ждет станция метро Спортивная. Нам в очередной раз придется метнуться в подземный переход. Потому что до следующей зебры ближайшей далековато. Всем хорошего настроения, сибирского здоровья. Аноним 100 рублей. Всем спасибо за прогулку, интересную информацию. Ну, я как тот Чукча, что вижу, то пою. Что знаю, то рассказываю. А что не знаю, но могу и приврать. Ну как приврать? Придумать. Чай Писахов-то не совсем чужой был мне человек. С детства сказки Писахова слушались. Кому интересно, там у кого-то пенсия 40 тысяч. Две женщины шла.
Так, вопросы личного характера не отвечаются или отвечаются через жирный донат. Вот здесь у нас прямо белым светится. Это вход вход в метро. Станция метро Спортивная. Интересная двухуровневая станция метро. Запланирована была как кросс-платформенная. Будущий, надеемся, когда-то будущий кольцевой линии метро в Петербурге. Так, Александр, спасибо за онлайн. Ну, да, онлайн-то как бы хотелось бы и побольше, чтобы в онлайне было хотя бы человек 200. Аппетиты растут. Так, идем уже на Тычков мост. Будем переходить уже Неву. Пойдем на Васильевский остров. Впереди у нас стадион Петровский. Спросите, почему он... Ну, как бы никого не удивит, да, почему Петровский, потому что там Петербург, Петр, все дела. Но самое это интересное, что он, в свою очередь, находится тоже на острове. Вот не на этом, на котором мы стоим, а тут речка, такая, канальчик есть вокруг стадиона. И там он стоит на острове, остров Петровский. И он вытянут туда, прям в залив уходит. По острову Петровский я летом тоже, кстати, гулял. Видео есть на канале. Вот. Ну и, соответственно, стадион Петровский. Как-то все одно к одному сложилось. У вас там метро них не строят. Ну да, них не строят. От слова совсем. Вот буквально перед Новым годом открыли одну станцию метро. Впервые за 5 лет. Станция метро Театральная, оранжевая ветка. Это будет следующая... Ой, что я театрально сказал? Отставить театральный. Горный институт. Открыли горный институт. На Васильевском острове появилась еще одна станция метро, еще одна ветка. Но между горным институтом и Стенной площадью должна будет быть еще театральная. Ее тоже делают, но горный институт сделали вперед. Его открыли прямо вот перед Новым годом. Еще все гадали, что действительно откроют или нет. Открыли. Так. Еще с фокусом. Так, у меня что, телефон замерз, что ли? Опачки. Да, всем приветик. О, починилось. Но какие-то смазы появились. Так, у меня салфетка потерялась. Ёлки-палки. Сейчас. Да что ты будешь делать? О, починилось. Так, Владимир тоже благодарит за эфир. Шерлок тут пишет. Вот, Шерлок, расскажите, вот вы живете на чердаке, есть ли проблема с сосулями? И какой вы имеете вклад в их образование? Имеете ли?
Сейчас будем идти по мосту. Возможно, будет скучновато, а возможно и нет. Так, заводи мотор. Когда жил в Сосновой Поляне, там планировали реновацию кварталов делать. Так, ну, про Сосновую Поляну ничего не могу сказать. Реновации в Петербурге не было. Она отменена. В Питере реноваций нет. Никаких. Вот, а про метро, ну, ждем еще театральную все-таки. Это оранжевая ветка, это от Сенной площади туда на юг. Ну, про сосулек-то давайте не про сегодня, а про вообще. В целом-то какая тенденция? Да, снег выпал, и выпал 1 января. Прям как по заказу, хотя сама новогодняя ночь была вообще бесснежной. Но вот где-то часов в 10 утра случился апокалипсис снежный. Начало заваливать. Валило буквально все сутки. 2 числа какая-то была пауза, но и в ночь опять начало валить. И у нас морозит еще. Поэтому зима. Но в следующей пятнице, какое там число будет? 9-10, 10 число. 5-0 в прогнозе стоит. Сейчас правую щеку дует. Кошмар. Сейчас приближу вам снова. Кстати, трамвай идет. Ретро-стиле. Новый, современный. Под названием Довлатов. Это двухсекционник. Такой вот у нас современный стиляга. Так, тут какая-то предъява. Прежде чем делать такие стримы, может, сначала можно было подкопить денег на нормальный телефон с хорошей камерой. Постоянно теряется фокус, все размыто в основном. Но, Сергей, это вы немножко врете. Размыто было только сейчас. Во-вторых, мороз. И посоветуйте, раз вы такой специалист, какой хороший телефон, чтобы не размывало. Ну и хорошо работал на морозе. Ну, Лариса, у всех четко, тут только у Сергея плывет картинка, но тут я могу только сочувствовать. Хлопая по плечу, говорить ну. Ну вот видите, все говорят, Сергей, что все хорошо. Так что скажу грубо, но прямо. Юрий меня поддержит. Либо вы со своим мнением. На юг.
Возможно, да, возможно, Сергею надо новый телефон купить, он тут нарывается на пожертвования, возможно, но нет. Как говорится, не в нашу смену. Так, вопрос, а по штрафам с камер у вас жестят? У нас действительно есть камеры на полосу, камеры, ну, скоростные режимы, камеры, которые выкупают, пристегнуты вы ремнем вы. Соответственно, все эти штрафы автоматически прилетают, а дальше вопрос, оспариваете вы их или нет. Потому что за те же там не пристегнутые ремни, сами понимаете, есть приколы. Так, тут я опять спускаюсь в подземный переход, я вынужден, возможно, здесь будет плохо по связи, потому что мы так глубоко что-то я спустился. Здесь выход из метро, со станции метро Спортивная, тот самый горизонтальный траволатор, где вы стоите на горизонтальном траволаторе и едете прямо под самой Невой. Вот. Осознание должно повергать в шок, что над вами целая река. Так, купи валенки. Так, смотрю на ТВ 65 дюймов, все четко. Вот мы на Васильевском, да. И тулупчик. А сколько стоит галоши? Да, тут Серега просто очковтирательством занимается, да, просто не теми и не тем. Поэтому опачки. Вы посмотрите, какая красота на Васильевском. Вот то, что я замечаю, то каждая улица, ну, где вот столбы фонарные украшаются, они украшены по-особенному. Как-то вот по-уникальному. Там на Невском люстры, на Московском факела. Здесь вот какие-то гардины, как будто бы. Да, Ольга, поддерживаю вас, согласимся. Мы сейчас идем по Кадетской линии. Вот у нас левая часть дороги — это Кадетская линия, а правая сторона — это уже первая линия Васильевского острова. Кстати, вот проехал еще один стиляга, только уже трехсекционный. Он носит название Достоевский. Ну и вот очень много автобусов вот таких бирюзовых. Они все вроде как экологичные и на газу должны быть. Вот. Кто-то застал старые трамваи, вот эти оригинальные стиляги, наверное. У китайцев, валютчиков. Ну вот вы про размытость, это вот эти вот на фонарях, да, такие лучи, но у меня была с собой тряпочка специальная, но, видимо, я ее... А нет, она есть. Сейчас протру. Я думал, она у меня выпала, пока я варежкой в кармане ее лозил. Сейчас... равно. Опач. Как вам такое, Илон Маск?
Так, вопрос в чате, был ли на новой станции метро? Нет. Вообще не по пути. Пока никаких целей там на горном институте не было. Так, товарищ у нас не выдержал. Сергей, я говорю с подписчиками ровно так же, как они разговаривают со мной. Вы достойны именно этого, поэтому получайте то, что заслужили. Вот такой у нас нервный товарищ оказался. Ну что поделать? А такое бывает. Так, слушайте, если у вас плавает качество, то если у вас не Full HD выдает разрешение, то как бы это не ко мне вопросики. Если у вас там соскакивает на 144, на 240, ну это вопросы к YouTube, к вашему провайдеру. Если вы, Сергей, потом посмотрите видео в записи, и все будет четко, то сходите, пожалуйста, ровно туда, на юг, сами. Окей? Ну а когда кажется, тогда крестится. Вот и все. А нервы не лечатся, поэтому вы зря. Больше юмора. Лариса, я на юг послал, на юг. Куда эти перелетные птицы обычно тоже отправляются? Так, Сергей, я же вопрос задал. Какая камера не херовая? Вы посоветуйте, вы же специалист. А то вдруг вы сейчас посоветуете ровно то, что у меня есть. И получится, что вы херню советуете. Так, за разговорами вышли на Средний проспект Васильевской стороны. Это как вот в той шутке. Кто-то ходит по большому и по малому. А мы с Сергеем еще и по среднему идем. С хреновой камерой. Сергей, давайте лакмусовая бумажка. Елочка в правом нижнем углу у вас тоже размытая? Скажите, пожалуйста. Пожалуйста, скажите. Очень надо знать. Сергей Motions, он тут эмоцию дает, правда негативную, но что поделать, у каждого свое. Сергей тут уже решил и чат пооскорблять. Ну, давай, вперед тебе. Удачи по жизни.
Главное, Сергей, не давайте заднюю. Топите до конца. Привет из Эстонии, с Новым годом, наступающим Рождеством от Ульяны. Отлично. Качество супер в Баку. Видите, даже до Баку стрим нормально доходит. Так, на стороне света. Ну и что? У меня тоже камера хреновая. Ну и что Сергей Лазарев не захотел со мной танцевать. Шерлок, вот у нас дедушка. И не обижается нисколько. Поддерживаю. Так, Нурлан тут у нас опять со своими смайликами. Опять хвастается чем-то. Вот сейчас в автошколе учится сегодня. Рады за него. Вам это удачно сдать на права. Сейчас дойдем до метро Василеостровской. То есть это у нас уже будет, мы смотрите, на Лесной начали. Прошли станцию метро Петроградская, второе метро. Потом Спортивную прошли. Это третье метро. Сейчас будет Василеостровская, четвертая станция. Ну и наверняка будет какая-то еще пятая станция метро у нас, а может быть сразу 3. Это маленькие спойлеры. Вот. В целом уже следующая линия, это у нас будет 6-я, 7-я. Как раз пешеходные линии. Сергей, умным-то не надо быть, но я бы вам посоветовал быть поумней. Теперь мне расскажите, в чем разница камер при стримах в Full HD через всякие эти приложения 14, 15, 16 Pro Max. Если снимать просто видео, не стримить, это одна история. Там работают алгоритмы и технологии айфона. А когда используется сторонний софт для стримов тех же, это другое. А умным-то надо быть. Тут вы не правы. Хотя что, без ума-то счастливее. Люди живут счастливее. Так что, надеюсь, вы тогда счастливый человек. Елочку поставил на экране точно так же, как квадратик слева экрана. Абсолютно та же технология и принцип действия. Здесь вот через дорогу вкусная точка. А это, по-моему, чуть ли не самый первый Макдональдс в Петербурге, который когда-то открывался. Они под это построили целое отдельное здание. Тут дикая очередь была. О, Нурлан прям жгет.
Ну, я чего могу? Вот, кстати, станция метро Василеостровская. Прошли. Коночка, тут памятник с действующей кафехой. Вот. А снимать я могу хоть на мыльницу, хоть на калькулятор. Это дело мое. Дело твое, Сергей, смотреть это или не смотреть. Я тебя не принуждаю, не заставляю. Денег ты мне за это не платил. iPhone ты мне 16 Pro Max не дарил. Поэтому ты направление движения уже слышал. Думаю, человек ты все-таки не глупый. Память присутствует. Удивлен, что ты до сих пор смотришь. Что тебе это все-таки интересно. Вот умные мысли. Класс. Да, мы уже на 6-7 линиях Васильевского острова. Пешеходная часть между Средним и Большим проспектами. Сейчас дойдем до Андреевского рынка, до аптеки Пеля. Во дворе аптеки Пеля башня Грифонов. Но к башне Грифонов сейчас не попасть, потому что это она во дворе жилого дома. И жильцы очень сильно возбуждались, что много туристов ходит. И двор закрыли. Также из интересного на Васильевском острове это проходные дворы. Можно буквально от 1 до 24 линии пройти вот сквозь дворы. Сейчас как арка, да, вот здесь. И практически ни разу не выходя на основные проспекты. Такие прогулки у меня, кстати, тоже на канале есть. Этим летом записаны. Причем в обои направления. Что в ту сторону, что в обратную. Причем они разные маршруты. В принципе, для прогулок, неспешных прогулок по Васильевскому острову идея хорошая. Там же есть ссылки на карту, как идти. Так, тут у нас бомбардир Василий, памятник. Не, к горному мы не пойдем. Не. И, ну, почти, да, путь, но мы к горному не пойдем. Одна из легенд, почему Васильевский остров называется Васильевский, то, что когда Петр писал ему какую-нибудь депешу, письмо, то он указывал, типа, там, Василию на остров. Вот, бомбардир Василий Кормчий. Но нет, версия несостоятельная, но пусть будет такая. Что такое линии? Спрашивает Маша. Сейчас вам покажу. Не то чтобы я удивлен, что такое надо пояснять. Но если надо пояснять, то будем пояснять. Вот смотрите. 7-я линия Васильевского острова. Да? И теперь я перехожу на противоположную сторону улицы. Как кто-нибудь это так сказал. И идем к другой табличке. Смотрите, а здесь на доме уже 6-я линия. Странно, да? Вроде бы мы на одной улице. Только с той стороны у нас 7-я линия, а с этой 6-я. Так вот, представьте, что здесь, вот где сейчас пешеходная часть, когда-то был канал. А это был берег канала.
Так вот, по версии Петра, по планировке, вообще центр Петербурга должен был находиться здесь, на Васильевском острове. Отсюда вся площадь у биржи, здание 12 коллегий, стрелка Васильевского острова, вот там должен был быть административный центр. А здесь линии по принципу, как в Голландии, как в Венеции. Каналы и вдоль каналов линии. Они пронумерованы с первой, с той стороны, и по 24-ю в ту сторону. И они идут попарно. Там, конечно, кадетская и первая. Потом вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. И вот так до 24-й. Но не прижилась история. Каналы засыпаны, а наименования оставлены. И это такой является сейчас фишкой Васильевского острова. То есть в Петербурге есть номерные названия многих улиц. Вот здесь на Васильевском острове это линии, да. Например, в Песках, это район за площадью Восстания, там были рождественские улицы. Сейчас это советские. Там с 1 по 9, что ли, да, Советскую улицу. Были рождественские раньше. Есть роты. Это район технологического института. Там с одной стороны был Семеновский полк, с другой стороны Преображенский, да, по-моему. Вот. Ну и вот в районе Троицкого собора там тоже роты, ротные улицы. Тоже номерные. Такая вот фишка и прикол Петербурга. Во-первых, любовь ко всему большому и малому. Ну и на Ваське еще к среднему. Ну, как Сергей, такие же. Вот. И к номерным всевозможным улицам. Мария, надеюсь, я ответил. А пока отвечал, я не читал чат. Абсолютно пропустил, о чем вы говорили. Ну, потому что это были каналы, это не были улицы, Мария. Это были прямые линии, а не улицы. Вообще весь градостроительный план тогда, он был прям и перпендикулярен. На самом деле в Петербурге очень много мест, где раньше были каналы. Это тот же самый Лиговский проспект. Раньше был Лиговский канал. Веденская улица, Веденский канал был. Чернышевского улица, Воскресенский канал был. Там улица Воскресенская, Воскресенская церковь и Воскресенский канал был. Канал, где был Адмиралтейский. Там сейчас засыпанная улица. Да, смотрите, вот у нас стрелка Васильевского острова там. И оттуда начинается нумерация. Первая линия слева. И они все движутся в том направлении. Мы сейчас стоим на Большом проспекте. У нас в том направлении залив. В том направлении старый, уже не действующий морской порт. Здание еще открыто, в здание можно еще попасть. А каналы засыпали, потому что было непригодно. Смотрите, у Петра было много интересных идей, но также еще было очень много идей, которые поддерживал только он. Например, Петр прямо засильно заставлял народ двигаться под парусом, учиться двигаться под парусом. Не на веслах, а именно под парусом. Что через Неву, что по рекам, что по каналам. И даже был налог, даже не налог, а штраф за каждое весло. Вот. То есть надо было именно под парусом. Из-за этого не строили мостов.
потому что Петр хотел, чтобы все на лодках. Даже где сейчас Адмиралтейство, там была верфь. И на этой... нет, не там. На Фонтанке. Напротив Летнего сада была верфь, на которой делали частные лодки, суда для ходьбы под парусом. Так, слева у нас Андреевский рынок, а справа вот в этом здании аптека Пеля. И вот во дворе этого дома как раз та самая башня Грифонов таинственная. Так, про линии. Почему засыпали? Так вот, Петр не разрешал строить мосты, и всех заставлял ходить под парусом. Ну и, собственно, после смерти Петра вся эта история, конечно же, быстро схлопнулась. Градостроительный план претерпел большие изменения. Начали строить мосты. Все эти каналы, это неудобно, просто это неудобно. Все это дело засыпали, и все. В качестве доставки грузов, понятно, что, во-первых, ты, когда по Неве что-то подвозишь, тебе потом надо на что-то мелкое это перегрузить, чтобы по этим каналам сюда завезти. А это тоже, напряг. Лиговский канал, в принципе, использовался, как стройматериалы подвозили. Провизию, дрова. По воде все очень много. Если вы там натыкаетесь на фотографии еще Карла Булы, это конец 19-го, начало 20 века, дореволюционные фотографии, то рек и каналов, то там в 3-4 ряда стоят баржи с дровами, например. Так, всех поздравляю с наступающим рождественским сочельником и Рождеством Христовым желает нам Махирв Хунбетова. Хорошо. Так, за разговорами аптеку Пеля прошли. Аптека действующая. И даже там внутри все очень, знаете, так аутентично, с теми самыми витринами, как будто 100 лет назад. Прошли Андреевский рынок, вот слева у нас был, и тут же справа Василеостровский рынок. Вы, наверное, зададитесь вопросом, а почему это два рынка рядом стоящих, и зачем их два, почему это все в один было не объединить? А я вам отвечу, что Андреевский рынок это был, официальный рынок, где продавались товары, грубо говоря, по установленной цене. А Василеостровский рынок был колхозный. Там уже излишки с колхоза продавались сами колхозниками. Там, возможно, было подешевле, может быть, даже посвежее. Но Андреевский рынок был первый. Там были ледники в подвалах. Лед, соответственно, таял. Вода в подвалах оставалась, просачивалась в грунт. Ну и как-то было не совсем хорошо. И вроде решили построить сперва открытый Василеостровский рынок. Ну а потом в советское время его перестроили в крытый. Как-то так, если коротко. Так, Так, перезапустил, полет нормальный, должно стать лучше. Что, мы подходим к набережной Невы. Здесь у нас университетская набережная. Сейчас дойдем до... Так, где мы перейдем? Перейдем там, у сфинксов. Не спрашивайте, что это за цветы. Не спрашивайте.
Друзья, если, самое время напомнить о лайках, о подписках. Не забывайте, когда подписываетесь, поставить колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления, и вы не пропустите будущие стримы. Ну и по возможности на новенький, по совету Сергея, на новенький iPhone 16 Pro Max, дабы наши стримы стали еще лучше. Так, Екатерина, я стрим только что перезапустил, виснуть не должно. Так, потяни за красную ленточку. Так, я что-то пропустил про красную ленточку. Тут отель Дрезине, тут вообще памятник Дрезине, здесь площадь Дрезине. Туристов привезли с экскурсии, наверное, умотавшиеся, замерзшие бедолаги приехали. Так, напишите, у кого виснет видео, не виснет. Должно все хорошо быть. Здесь у нас Академия художеств, по-моему, художеств. Есть музейная часть. Обязательно сходите. Интересненько будет. Университетская набережная, дом 17. Да, кстати, про наименование. Лагает сильно. Не должно лагать. Расскажу еще про особенность топонимов. Вот мы находимся на какой-то из набережных, да? С противоположной стороны у нас тоже набережная. И казалось бы, вроде бы у нас одна река, одна длинная набережная. Она должна как-то называться. Какое-то одно название иметь. А по факту у нас получается, что каждый отрезок, не каждый, а есть определенные отрезки, и каждый отрезок имеет свое название. Вот эта часть, например, у нас на Васильевском острове Университетская. С противоположной стороны английская набережная. Но она у нас идет от Медного всадника, если так вам сказать по-простому, от Сенатской площади и до моста. Но, по-моему, она еще и продолжается за мост. А может быть, там набережная лейтенанта Шмидта. Я уже что-то путаюсь, но не суть. Зато потом от Сенатской до Зимнего дворца, там, скорее всего, у нас Адмиралтейская набережная. Там дальше Дворцовая, там дальше Макарова и так далее. Так, дядя Коля говорит, что у него не лагает. Но я вот тоже думаю, что не должно лагать. Подойдем сейчас к сфинксам. К сфинксам. Ксам. Сфинкс. Уже заговариваюсь. Настоящие статуи из самого Египта, привезенные еще аж в начале 19 века, 1832 год. На этих сфинксах сидели герои фильма «Приключения итальянцев в России». И, кстати, вот эти колонны тоже из Египта привезены. Было в те самые времена, когда англичане и прочие товарищи начали раскопки в Египте, ну и все оттуда вывозили и продавали. Вот тут надо подойти к этому Леве, тоже потереть мордашку, загадать желание. С противоположной стороны зеркально такая же картина. Ну а здесь у нас выставка Репина сейчас происходит.
И Геракл слева, видите? Да, ура, сфинксы. Ко второму не пойду. Он точно такой же, зеркальный. Только, по-моему, в итальянцах они на том сфинксе снимали. Или на этом. Нет, на этом. Они же тут слезали, а потом типа в лодку там перелезали. Какие худые. Ну, в смысле худые. Так-то вон жопа отъеденная. Не худые. Хорошие. Александр, спасибо за донатик, сообщение. А чего, Юрий, колонны не из Египту? Разве? Мы сейчас наблюдаем картину вставания Невы. Ну, я имею в виду, лед встает на Неве. Но если коротко, то вставание Невы. Так, очередной вопрос, в очередной раз, как мы по этому мосту идем. Что это за животные у нас? Лошади такие, головы лошадей, а хвосты какие-то, то ли рыбьи, то ли еще чего. Я даже, по-моему, помню, гиппокампус называется. Но перепроверьте меня, напишите. Так, давайте я камеру даже переключу, чтобы поближе было. Вид на акваторию. Это у нас виднеется Исаакиевский собор, Адмиралтейство. Слева вот возвышается Кунсткамера, за ней стрелка Васильевского острова. Называется Протон. Протон, и там еще 3 буквы. Ну, типичные для этого случая. Но нет. Не Мазерати. Тут прошлый стрим вот эту эмблему сравнивали с гербом одной из соседствующих стран с Россией. Но я пояснил, что ни черта подобного. Это просто морская символика. Потому что Петербург — это морская столица империи. И, соответственно... Так, вот, да, они самые гиппокампусы. Вот. Морская империя, соответственно, вся тематика околоморская. Вот и все. Вся сказочка.
А вот влево как раз набережная лейтенанта Шмидта уходит по той стороне. Вот здесь у нас университетская набережная заканчивается. А с той стороны английская набережная продолжается до самого конца, до верфей. Там у нас верфи петербургские. Но я же не претендую. Я вам говорю, как это было в прошлом стриме. Так, тут у нас еще с советских времен название на мосту осталось. Кто подскажет, кто расскажет, как сейчас мост называется? Да, трезубец Нептуна, бога морей, да. Идем по той части моста, который разводится. Видите, вот эти зубцы, и под нами прямо вот Нева. Я перешагиваю, и это вот та часть, которая оказывается в самом верху, когда мост поднимают. Эх, Сергей, наверное, ушел со стрима, так бы он оценил четкость картинки айфоновской 16-го Pro Max. Вот и Сережа не брал во внимание широкий угол и 1х. Ну что ж, не узнает. Именно Благовещенский мост. Вернули историческое название мосту. Уже никаким этим бунтарям и революционерам как будто бы не место. Красивейшая набережная. Английская. Так это гиппокампус, понимаете? Это мифическое животное с головой лошади и хвостом рыбы. Гиппокампус. Маша, да нет, мне, конечно, не на 16 Pro. Откуда у меня такие технологии высших миров? У меня все скромнее. У меня мыльница и калькулятор. Nokia 3310. Но на стриме картинка что на 3310, что на iPhone 16 Pro Max, она одинаковая. Да, вот Лариса подсказывает 18 Pro Max. Да, меняю телефон на ходу. Пройдемся по набережной. Вот просто за кадром Серега подбежал мне 16 Pro Max, как сучил. Ну вот теперь иду на него снимаю. Ну вот опять же, смотрите, нормально почищенная дорожка. Да, плиты кривенько лежат, но ничего. Это вековые плиты, так должно быть. Мы по-другому в Петербурге не знаем как. Идем к Сенатской площади. Когда-то там был Сенат. Когда-то на этой площади судили декабристов.
Так, чего существа с торсом человека и задней половиной лошади? Кентавры, да. Так, Александра. Говорит автор, спасибо, чудные животные, из-за снега хвосты не разглядеть. Ну, да. Ну, снега хоть и немного, но как-то там все сливается в одно. Жаль и печально, что вот этот особняк без подсветки. А ведь это у нас не что иное, как дворец бракосочетаний номер 1. Не спрашивайте, почему номер 1 и почему дворец бракосочетаний. И не называйте его ЗАГСом. Это неправильно. ЗАГС это ЗАГС, а дворец бракосочетаний это дворец бракосочетаний. Где-то с той стороны слышны звуки салюта. Я было сначала подумал, что о, вон он, салют. А это не салют. Это, видите, вон зеленая над крышами. Газпромовская высотка мигает. Сейчас дойдем до елочки у Медного всадника. Потом перейдем от нее на Исаакиевскую площадь. И там нас будет ждать очередная красота. У меня еще, по-моему, шнурок развязался. Блин. Ну ладно. Пока терпимо. Пока ботинок не сваливается, идем. Итак, те цветы в корзинах. Я почему-то, ну, видите, сам обратил внимание. И типа не спрашивайте, но я знал, что вы спросите. Потому что я уже один раз проходил мимо, вообще ничего не сказал. И мне это поставили на вид. А цветы в корзинах красные. Тут все предельно просто, тривиально и современно. Это никакой не имеет отношения к истории. Ну, по крайней мере, к давней. Эта история очень свежа. И пока историей-то не является. Лет через 10, может быть, и можно будет ее вносить в учебники о новейшей истории России. Там было кафе, которое принадлежало лидеру ЧВК «Вагнер», тому самому повару. И не по его случаю цветы-то стоят. Ну, по его в том числе. В этом кафе проводил авторский вечер один из военных корреспондентов, на которой прозвучал взрыв. И этот военкор погиб. Ну и с тех пор, и после смерти Пригожина, перед входом в это кафе, в этот ресторан, ресторан-то, кстати, уже не работает, организован такой мемориальный комплекс из искусственных цветов с табличками об этом военкоре, о Пригожине. Вот так. Ну, тут я, да, про сейчас Тагир пишет, что особый шарм Питера, перекошенные плитки, по которым ходят коренные жители и гости, а еще по ним
многие поколения петербуржцев походили. Может быть, сами цари хаживали. Так, Лена пишет: обожаю Питер, спасибо за прогулки. Спасибо вам, что смотрите. Так, здесь тоже интересное место такое. Как будто бы пирс, но это не пирс. Это две площадки, которые прямо стоят на Неве, вертолетные. Здесь вот у нас, сейчас мы на Сенатскую площадь выйдем. Здесь у нас одно здание библиотеки, а раньше, где был Сенат, сейчас суд. Я не помню какой, конституционный, или какой там суд есть у нас, я не разбираюсь, извините. Ну и, возможно, вот эта вся вертолетная история для частной малой вертолетной авиации и построена, чтобы вы быстренько в центр могли прилететь. Вас с вертолета высаживают, вертолет улетает, ну или стоит прямо здесь. Вот эти бывают же двухместные геликоптеры. Вы тут забегаете, все дела свои в суде делаете и улетаете обратно. Вы понимаете, вы пишете, что в Москве каждый год меняют плитку, но здесь это же плитка историческая. Здесь нельзя ее менять. Вот в этих всех вот заколдобинных, вот этих запинках каких-то... Кстати, даже вот сейчас, при этом освещении, не знаю, как вам показать, видно, как равняли, высекали эти плиты. А они громадные, они же толстенные. Это не какая-то плитка, это плитище гранитное. В этом вот всех заусенцах и есть дух Петербурга, как будто бы. Понимаете? Привет всем из Геленджика, Павел написал. Отлично. У нас юг России подтянулся. Мы тут вот как раз на юг Сергея отправляли. Бодрого вечера, Павел. Здравствуйте. Кстати, я забыл. Мне надо было передать привет Павлу из Архангельска. Это он тут про протон подсказал. Все работает, говорит. Так, мы могли перейти на той зебре, но мы сейчас этого не сделаем. Да, Конституционный суд Российской Федерации. Ну, я вот не знаю на самом деле про плиты, что действительно можно было бы выровнять, потому что порой это прямо вообще настолько криво-косо. Вот здесь вот мы идем, здесь выровнено. Почему там нет? Но, видимо, для этого есть какая-то причина. Причина вот, ну, возможно, для обывателя не очевидная, но для власть придержащих и вообще, может, с исторической точки зрения. Так, здесь набережная английская, устой береговой Исаакиевского наплавного моста с лестничными спусками 1819-21 года. Да, действительно, здесь вот было организовано, видите, здесь спуск к Неве. И вот здесь основная часть спуска. Видите, она идет. Лесенка. А дальше у нас в противоположном берегу есть ответная часть. Сейчас приближу. Вот видите, там тоже
ступеньки чуть ниже вот этого манежа. Там с противоположной стороны тоже манеж. Тоже лесенки две. И в этом месте был так называемый наплывной мост. Просто из бревен, из плотов наводился здесь мост на противоположный берег. Тогда Дворцового моста еще не было. Мост в навигацию собирали, на зиму разбирали. И он так стоял очень долгое время. Впоследствии сгорел от искры какой-то там баржи. То есть это уже был, по-моему, начало 20 века. Ну, Анна, мы не знаем, что бы Петр все-таки сделал в современной реалиях. Поэтому говорить так уж огульно-то не будем. Петр много чего делал, много чего не делал, много как сам чудил. Я думаю, приколов-то в его жизни было предостаточно. Так. У нас в Петербурге есть такой момент, вот, например, даже здесь парапет. Вот этот поребрик. Парапет, говорю, поребрик. Ой. Я видел много улиц, где поребрики меняли на новые гранитные. Причем старые зачем-то доставали. Причем хорошие толстенные поребрики гранитные. Но их доставали, чтобы поставить новые современные ровненькие какие-то такие гранитные. Цель не совсем ясна и не совсем понятна. Так, перебегаем. Ой. Что, давайте пройдем через Медного всадника. Тогда все-таки мне надо ботинок перезавязать, перешнуровать. Пауза. Очень интересно, что там за световая инсталляция. Ну нет, давайте все-таки через Медный пройдем. Но смотрите, обратите внимание, как здесь. Вот новая плитка. Ровная. Как скажете. Я не буду сейчас обращать на это внимание, потому что мне нет-нет, но в комментариях прилетает за то, что я показываю Петербург с негативной стороны, якобы. Но я всегда говорю, что я показываю Петербург таким, какой он есть. Ну, подождите, тут не институт, там библиотека, по-моему. Какой институт? А политические темы я затрагивать не буду. И вам не советую. Не спорят о политике, о религии и о вкусах. Так, Тагир говорит, что только в Питере говорят поребрики, а в других городах России бордюры. Но тут есть целое научное обоснование, что такое бордюр и что такое поребрик. И в Питере, все-таки в Питере есть
разница, как их делают, ставят. Так, я вас немножко поставлю на земь, а сам перезавяжу. Так, что вы там видите? Перезавяжу ботинок. Он у меня развязался. В варежках тяжело завязывать бантики. Есть. Я справился, я шмок. Так, Лена, спасибо за прогулку, говорит. Подписка, лайк. Лайк не забудьте. И за подписку спасибо. Идемте дальше. Магнитин за 160 рублей. Опять слышны хлопки салютов. Еще парадная. Но тут про парадные тоже же ведь история понятная, да? И, ну, опять, я не знаю, стоит об этом рассказывать или нет. Почему парадные? Почему не подъезды, да? Ну, хотя, с другой стороны, подъезд вроде бы от слова подъезжать. Так. Анна говорит, Петербург прекрасен всегда. Сейчас намного лучше без советского асфальта. Но новая плитка в некоторых местах могла бы лежать ровнее. Поребрик — это слово ребро, поэтому вполне логично. Но там технология установки, когда поребрик выпирает над уровнем не проезжей части, а над тротуаром, или не выпирает, это вот все. И про парадные. Ну, слушайте, есть же парадные. В Петербурге помимо парадных еще есть понятие как лестница. Лестница номер 1, лестница номер 2, лестница номер 3. Это тоже до сих пор используется. Кстати. Световые инсталляции здесь в парке. Карета прям каретная. Вот если даже вы приедете в Мариинку или вдруг захотите обойти вокруг Александринки, то вы будете идти и прям читать: лестница номер 1, лестница номер 2, лестница номер 3. И в жилых домах есть лестницы. Вот. А парадные, ну слушайте, да, это, знаете, как-то оно приедается и не приедается, а приживается. Ты уже в речи говоришь и не обращаешь внимания. И так ровность плит в Питере зависит от погоды. Возможно. Морозяное пучение и прочее, да? Так вот. Как-то еду в метро, в такси. И это было то ли в Калининграде, то ли где-то в Крыму. Ну, в общем, что-то едем, с таксистом разговорились. Он такой: что, где, у какой там это, где остановиться? Я говорю: ну, вот тут, вот у той парадной. Он такой: что, из Питера, что ли? Я говорю: как ты узнал? Вот, такая смешная история, коротенькая. Для любителей истории
Вот впереди у нас прямо по курсу здание общественного туалета. Обслуживает современный водоканал, действующее. И в дореволюционной России это был тоже общественный туалет. То есть преемственность поколений, пожалуйста. Пользуйтесь. Но мы пройдем мимо. Нам некогда туда забегать. Там впереди у нас, кстати, напротив Гороховой улицы, фонтан светящийся, громадный. Такое ощущение, что самый большой светящийся фонтан в Петербурге. Здесь, у шпиля Адмиралтейства. Вон, видите, там таким фиолетово-белый. Вот именно, что парадная может еще и потому, что есть черный ход. Именно, и только поэтому есть парадный вход, есть черный вход. Именно поэтому, да. Так, эту камеру включил. А лестницы, есть дома, блин. Я в жилых домах тоже лестницы встречал, но сейчас не могу припомнить, в которых и почему там было именно так. Так, Полина пишет: доброго вечера, сейчас как раз пишу на холсте Исаакиевский, приятно видеть в стриме такие прекрасные места. Вот, пожалуйста, вам ракурс. Как? Возможно, и цари тоже писали, потому что цари тоже люди, тоже имеют нужду. Понятно, что там будуар не царский уже, но хотелось сказать место знаковое. Нет, ничего знаковое. Ну, что? Как есть. Все вот нам обещали, что будут пускать людей там, где вот эти фигуры, статуи стоят. Но что-то так и не сложилось. Там сначала их реставрировали долго. Сейчас там все затянуто за ними опять сеткой. Купол реставрируют. Прямо по курсу у нас две гостиницы: Англитер и Астория. Когда-то между ними, сейчас пройдем, посмотрим, кстати, между ними был в советское время узенький такой кабачок интересный. Да, Полина, спасибо за такой лестный комментарий. Это показывает нам тоже, мне то, что не зря все это делаем. Вознесенский проспект начинается и движется прямо до обводника. Как раз через те самые роты, через те самые ротные улицы. Сейчас они красноармейские. Спасибо доброму человеку, что нажал кнопочку на светофоре. Так до этого все стояли и чего-то ждали. У нас улица Морская. Малая Морская. Параллельно ей Большая Морская идет.
Табличка напоминания об Есенине Сережи. Сейчас переходить на Исаакиевскую площадь не буду, туда в центр. Что-то там темновато. Сейчас по этой стороне дойдем до Синего моста и там уже перебежим дорогу. Напомню, что мы дойдем еще до Невского проспекта. Посмотрим, как там. На Невском украшено все. На первом этаже в Англитере ресторан пафосный. Или это уже нет? Это уже у нас Астория началась или нет? Да, это уже Астория идет. Как-то незаметно. Одно здание закончилось и началось другое. Все дороги идут на Невский. Все туристы идут на Невский. Поэтому, ну что, давайте я тоже дойду до туда. О, кстати, смотрите. Здесь магазинчик. И здесь продаются скульптуры, вон там те. Они некогда выставлялись в Русском музее, в Инженерном замке. Была выставка много-много лет назад, и я на нее ходил, и как раз эти скульптуры, там фигурки видел. А сейчас оно стоит, продается. Пожалуйста. А говорят еще, искусство не продается, искусство не продается. Ой, опять туристы. И опять вот эти не толпы, пока что еще не начинается, но группы. Все туристы группами ходят по Петербургу. Нам сейчас надо оказаться вот там, где все это дело хозяйство светится. У Заксобрания, само вот этот Мариинский дворец. В нем сейчас находится законодательное собрание Санкт-Петербурга. Ну а на Синем мосту, напомню, самый широкий мост в Петербурге, именно в ширину. Вот трынь, шире нету. Вот самый широкий мост в Петербурге, синий, на реке Мойке или через реку Мойку. Парадная, потому что там очень красивые висят картины и красные красивые люстры. И мозаика встречается. Слушайте, нет. Я думаю, это в обратную сторону работает. Парадная не потому, что там что-то висит, а там висит потому, что это парадный вход, и через него в свои шикарные мебелированные квартиры попадают дворяне с боярами. Шучу. Так, сейчас вот здесь поддадимся общей панике. Видите, мост синего цвета. Там у нас через улицу Гороховую красный мост. Еще есть зеленый. Когда-то еще был желтый мост. Но вот желтого уже нет. Ну, в смысле, цвета желтого. Мост на месте. Он певческий, по-моему.
3 остальных цветных моста в Петербурге на месте. Вот зимой здесь прекраснейшая новогодняя инсталляция световая, а летом здесь целый сад выставляют, живые деревья в кадушках, искусственные клумбы и живые цветы. Красоту на столбах, ну, покажу, окей. Здесь сейчас включаю широкий угол, чтобы больше вмещалось в кадр. И вот все ходят, ищут место, где бы сфотографироваться, да так, чтобы еще и кадр никто не попортил. Но вот мы сейчас будем ходить и портить всем кадры. Всем будем на фоне мелькать. Летом, ну вот когда вот это все инсталляции здесь нет, обычно это простые парковочные места перед заксобранием. Видите, подвозят целыми вот там автобусы, целыми автобусами туристов. Толпа выходит. 2, 3, 4 автобуса сразу подъехало. И вот все выходят. И вот сейчас будут бродить тут, фотографироваться, дорогу перебегать в неположенных местах. Ну что, я делаю круг и выходим с Синего моста. Идем, Влад, идем. Все фотографируются, записывают рилсики. Но в целом красиво. Место интересное. Спасибо городу за это. Не, китайцев нету. Это все наши соотечественники. Ни одного китайца, кстати, сегодня не встретил. Так, ну что, наверное, вопросик. Сейчас вот пойти по набережной Мойке или выйти на Казанскую туда улицу и к Казанскому собору выйти. Или по Большой Морской на Невский выйти. Пупурупитум. Весь вопрос, где мы хотим оказаться в конце. На Дворцовой или на Манежной площади. Давайте Давайте голосовать. Пишите в чат ваше мнение. Если что, я в режиме ожидания. Нет, к Казанскому мы так или иначе все равно попадем. Вопрос сразу к Казанскому и там уже на Невском думать налево-направо идти. Или сейчас на Невский выйти и потом пойти направо мимо Дворцовой. Вопрос, к Дворцовой или к Манежной? Где заканчивать? Казанский собор мы в любом случае пройдем. Так, хорошо, за любой вариант.
за любой кипиш, кроме голодовки, я так понимаю, да? Давайте, я тогда на Большую Морскую, на Дворцовую заруливать не будем. Но если хотите, пишите, что не, Дворцовую зайдем или не зайдем. Ну, как бы, время есть. Пишите. Стол заказов открывается. Просто мне на месте стоять холодновато. Ноги начинают мерзнуть. Мне бы надо двигаться. Ну, значит, давайте пройдем через Дворцовую сейчас. И потом двинемся на Невский и пройдемся по Невскому. А там уже докуда смогу, до туда дойду. Я просто не совсем знаю, сколько у нас время. Время 8:30 уже практически. Что-то я давно хожу. Мы в 5:30 начали. Мы уже 3 часа ходим. Воу-воу, полегче, да? Так, надо показать люстру на фонарном столбе поближе. Это я помню, сейчас покажу. Время-то просто поздненькое, видимо, все уже разбегаются, все туристы по домам. Так, ну вот смотрите, такая люстра новогодняя. Так, Роман, добрый вечер и хорошей прогулки. Вот, конкуренты появились. Конкуренты в хорошем смысле. Я всегда за здоровую конкуренцию. Идеи же надо у кого-то подсматривать. Вот видите, блестит опять же тротуар у нас. Но это все большая заслуга соли. Все тут посолено. Здесь никогда не вырастет трава, потому что здесь настолько все солью пропитано наверняка, что все живое уже не живое. Так вот, да, то, что блестит, это из сыра. Не потому что тепло, а все-таки минус 10. Все должно замерзнуть, но такое количество соли, что не замерзает. Я еще боюсь к Дворцовой подходить близко, что там, возможно, какие-нибудь опять глушилки. Ну и опять же, плюс большое количество людей в одном месте очень плохо влияет на качество связи, и стрим тоже может начать тормозить. Я не хочу этого. Классненько тоже оформляют, в очередной раз покажу, входные группы в рестораны. В последние годы это все моднее и моднее становится, то есть тематически. Летом как-то по-летнему, там, ну, зима, Новый год, понятно. Все елочки и гирлянды. Весной какая-то весенняя тема с сакурой, возможно, или чем-то цветущим. Так, тут опять какая-то то ли ресторан, то ли гостиница.
О, там прямо крабы живые, наверное, камчатские в аквариуме. Видите? Что-то только не шевелятся, но живые. Морепродукты. Так, ну я смотрю, народ-то все равно чуть-чуть отваливается. Видимо, уже то ли спать идут, то ли чего. Если нас станет меньше 100, ну, для меня это будет знак, что надо заканчивать. Интерес падает, дела всякие появляются, детей там, наверное, укладывать. Или самим что-нибудь такое делать. Улица Гороховая, Адмиралтейство. Там в самом конце Гороховой у нас театр юного зрителя, ТЮЗ. Пересекает Мойку, канал Грибоедова, Фонтанку. Ну и ТЮЗ в районе Витебского вокзала. Игорь, очень рад, что вы постоянные зрители. До конца досиживаете, догуливаете со мной. Такой прикольный, отшлифованный. Вот я не знаю, это современно. Фаберже. Торговый бизнес-центр Фаберже. В ЕКБ уже глаза закрываются, 22:35. А у нас 2 часа разницы, да? В Калининграде -1 час разницы. Там у них что? 20:35, значится. Или блин, сколько сейчас-то времени? Я уже что-то путаюсь. 19:25. Время детское. Так, мы подходим. Чего я считал? На Лесной начали. Дошли до Петроградской. Дошли до Василиостровской. Спортивная. Вот сейчас у нас станция метро Адмиралтейская, проходим, ну, рядышком. Не совсем мимо, но сейчас скажу, где она. В Казахстане тоже 22:35, как в Екатеринбурге. В общем, 5-я станция метро. По нашему ходу движения уже, кстати, да, я уже вроде включал часы, у меня трекер сейчас пишется. Вот, станция метро, вот следующее здание, Адмиралтейское. Трек пишет на часах, то есть в конце я в Телеграме выложу такое короткое видео, как мы сегодня шли на карте с линией, с треком.
Ну и там будет статистика, сколько мы километров прошли и сколько у нас на это ушло времени. Давайте периодически зачитывать чат. Наверное, так зрителям будет интереснее. Знак внимания все-таки. Так, максимум. Я вообще-то так-то зачитываю, но откровенную рекламу пропускаю. Так что давайте без давайте и не учить меня, как жить. У себя на канале, у себя на стримах вы делаете ровно то, что считаете нужным. У себя, как говорится, в чужой монастырь, давайте-ка без этих, без ваших штучек. Я бываю крайне резок и груб. Не нарывайтесь. В Баку 21:37 на час вперед. Ага. Так, ну ладно, я хотел на самом деле мимо пройти сейчас Дворцовой. То есть я хотел просто повернуть сейчас на Невский проспект и пойти по Невскому. Но я что-то думаю, вот, ну ладно, один фиг мы тут рядышком. Чего упускать такую возможность, все-таки зайдем на Дворцовую тогда. Да, это из той же серии, почему на Красной площади сексом не занимаются. Все потому, что там советчиков много. Павел, что сказать? Парк Победы гуляли летом. Парк Победы гуляли летом. Зимой в Парке Победы, ну, достаточно грустно, как и в любом парке. Не вижу смысла. Видите, не пройти, не протолкнуться. Всякие дарасы останавливаются прямо на зебре. Метро Парк Победы. Если вы посмотрите позапрошлый стрим, где я начинал от Московской площади, я пешочком как раз дошел до Парка Победы. Так, в Челнах всего -4 время такое, так же как в Питере. Непонятно, ну ладно. Снега нет или его так ловко убирают. Вы поймите, мы сейчас на Невском проспекте. Невский проспект убирают всегда и везде. Как отмечали победу СКА вчера. Игра была 3 числа. Вчера было 4, сегодня 5. Поэтому отмечать, наверное, надо было не вчера, а позавчера. Вот. Ну, я не скажу, что я прям дикий фанат. Вот такой, что прям отмечать или там как-то накидываться. Ну, я, да, порадовался за клуб из родного города. Игра была достойная, игра была интересная. Впервые был на СКА-арене, на новой. Для общего развития и понимания вообще, ну, не пожалел, что сходил. Вот. К вопросу о том, что есть видео, одно из последнее на канале, которое крайне, хотя и не суеверный, но, в общем, видео в формате видеоблога на канале, как я сходил на хоккейный матч, на армейское дерби между ЦСКА и СКА, на канале есть.
Вчера выложил. Перед самим Новым годом очень был сильный ветер штормовой. И видите, елочка не совсем ровно стоит. И звезда на месте, но перед Новым годом звезду сдуло. Она там чуть ли на кого-то там не упала. Очень много людей с детьми. Очень жалко ребятишек, лишь бы они не мерзли. Вот сейчас время чуть-чуть попозднее стало, людей меньше, но все равно очень много. Что здесь творится там, часа два ранее, да, там часов в 6-7 вечера, тут просто столпотворение. Так, от вашего видео, да, проска. Ну, и то, у меня так там, видите, нарезочка, видеоблог. Не мой формат, вообще не умею. Пробую. Какие-то новые идеи появляются, как все это дело монтировать. Так, ну давайте я кружок сделаю вокруг елки. И вот там опять выйдем у горки, у Певческого моста. Так, через толпу не пойду. Пойду по большому радиусу обходить. И включу все-таки широкий угол, потому что мы достаточно ой, это не то. Достаточно близко к елке, чтобы видно было. Напомню, мы на Дворцовой площади. Главная елка Санкт-Петербурга. Боярский дома, тут неподалеку, на Миллионной улице, рядом с Зимней канавкой. А может быть и в театре сегодня выступает, не знаю, надо смотреть афишу. Вот уже одна фотозона, свет выключен. Как вот умудряются уличные музыканты еще играть в такой мороз. Это гитара с подогревом должна быть. Да, Боярский живет на Миллионной. Прям вот можно сказать угол, ну не угол, пересечение улицы Миллионной с Зимней канавкой.
здесь на выходе с Дворцовой площади в сторону Певческого моста организована ярмарка рождественская. Есть бесплатная горка на тюбингах, да, или как это называется. Короче, на покрышках можно скатываться бесплатно. Всего лишь надо отстоять очередь. Всего лишь. Все, пошли. Ярмарка работает до 9. Вижу, тут уже опять закрыли вход. То есть вход на вход уже не пускают, только на выход людей. На ярмарке можно купить что-то, перекусить, погреться, выпить, но безалкогольные глинтвейны. Ну и плюс всякая такая сувенирная продукция вот в этих вот домиках продается. Так, сейчас знаете чего? Пройдем. Давно не ходил. Да, Новый год, 25-й. Пройдемся через дворы Капеллы. Не знаю, насколько там сейчас светло или нет. Потому что что-то я последние разы то налево поверну по мойке на Конюшенную, то направо поверну на Невский по мойке выхожу. Давно не ходили через дворы Капеллы. Выйдем на Большую Конюшенную через дворы Капеллы. И там уже по Большой Конюшенной выйдем на Невский. Так как бы даже и не скажешь, а мы на мосту, на мосте. Вот у нас Певческий мост с подсветкой, река Мойка, елочки на мойке. Там не кондиционер, там это электрощиток висит, распределительная коробка. Счетчик, наверное, потому что она уже сдается в аренду, и Боярский где-то вот то ли в этом доме, то ли в соседнем живет. Вот. А про домик там не кондиционер, там коробка и счетчик, потому что они же все в аренду берут. Ну и электричество надо оплачивать отдельно. Электричество оплачивать отдельно. Электричество жрут много, освещение, плюс обогрев, холодно все-таки. Ну и вот это деревянное сооружение, это горка, что-то я не обратил внимания. А мы заворачиваем во двор Капеллы. А что нам тут свидетельствует афиша? Новый подписчик. Вот, это здесь сквозной двор. Точнее, дворы сквозные. Сейчас мы по ним пройдем. Идем на Невский. На ваш любимый Невский проспект.
Но если здесь ярмарка уже закрывалась, соответственно, и на Манежной площади закрывалась. К сожалению, не попадем, не побродим внутри. Знаю, что вам интересно, наверное, было бы посмотреть, что в этих домиках продавалось. А вот через эти дворы мы с вами идем, и они жилые. Вот тут, наверное, это чья-то дверь в квартиру. Вообще легко. Ну или вот слева горят окна. Там живут люди, просто живут люди. В 2 минутах ходьбы от Дворцовой площади. Ну, это все-таки капелла. Здесь убираются. Да и в целом дворы, честно-то признаться, дворы ухоженные в Петербурге. Не обязательно на каких-то вот туристических маршрутах они должны быть. Вышли на большую конюшенную улицу и поворачиваем направо, идем к Невскому проспекту. Так, вы хотите увидеть вертеп у Казанского? Ну, тогда покажу вертеп у Казанского. Я вам уже обещал, что мы у Казанского в любом случае окажемся, в какую бы сторону ни пошли. Мне надо было только определиться с направлением, влево пойти или там вправо, то есть по часовой или против. Ну, получается, что идем сейчас по часовой. Не, арка же находится на углу. Сейчас пройдем мимо легендарной советской пышечной на большой на большой конюшенной, работающей с 1956 или 58 года. Ну, сейчас увидим. Сейчас я специально иду по этой стороне тротуара, чтобы пройти мимо окон. Встречаются отбойники каретные, да. Это вы про въезды в арки. До сих пор стоят отбойники, да. Их не убирают, это прям историческое наследие данности. Их нельзя убирать. Когда перекладывают плитку, асфальт и прочее, они остаются на месте. Так, добрых вечеров из Града Петра. Здравствуй, мил человек. Прикольно. Такие. Так украшен вход в ДЛТ, дом ленинградской торговли. Вот, видите, кофе, чай, пышки. Большая конюшенная 25 с 1958 года в здании французской реформатской церкви.
уже закрылись. Вообще работает до 8 вечера. Я знаю, есть курсы. Сейчас здесь на зебре еще перейдем в центр бульвара. Женщина не определившаяся. В чате история про коммунальную квартиру. Интересно. Вообще интересно было бы оказаться в какой-нибудь коммунальной квартире, снять ее. Возможно, послушать рассказы жильцов. В каком поколении они там уже живут. Если будет такая возможность, то я, конечно, открыт к таким предложениям. Зовите в гости. Поснимаем. Вот вышли опять Давай. на Невский проспект. Здесь у нас уже Казанский собор за углом. И нам, конечно, надо бы тут перейти. Но мы не успеваем. Будем сейчас стоять, ждать светофоры. Привет из Лондона. У нас не так красиво. Ничего себе. В Лондоне не так красиво, как в Питере. Это нонсенс. Так, ага, могу дать адрес коммуналки на Казанской. У вас гололед. Привет из Москвы. У нас, да, у нас минус 10. Ну, выпал снег, но видите, вот эта вот странная идея посыпать солью, потом опять снег, потом опять что-то тает. Опять же Невский. На Невском проспекте, в принципе, всегда теплее, чем в остальном городе. И борьба стихий, борьба соли и воды. Украшения над Невским проспектом, они от Дворцовой площади до площади Восстания такие. Впереди там Думская башня. Когда-то там находилось здание Думы. Но это он, конечно, молодец. Не рассчитал немного. Сейчас его все автомобилисты будут тихо хейтить и ненавидеть. Я про автобус говорю. Видите, лужи? Ну как могут быть лужи при минус 10? Ну, если только они не соленые. Да?
Так, перезапустил, друзья, переподключайтесь. 105 человек, минус 20. За одно переподключение. Улица Казанская. Это вот я вам сразу говорил, что мы можем по Казанской от Синего моста пойти. От Исаки. Вот мы бы оказались здесь. Идем смотреть вертеп у Казанского собора. Обратите внимание на купол. Казанский первый этаж. Завтра мы будем в Сейчас из-за елки не видно, там проецируется икона Божьей Матери. Именно Казанская икона особо почитаема в Петербурге, ну и в честь нее целый собор. Ну а вот здесь в шаре слева инсталляция вертеп. Тут вообще круглый это фонтан. Но вот в Рождество организует такой вертеп. Такой, не знаю почему грязный, но замызганный какой-то купол. Так, ладно, здесь задерживаться не будем, возвращаемся на Невский. Зингера здание. Возможно, кто-то ошибочно относит по названию это здание к каким-нибудь немцам, но нет. Компания Зингер — это в свое время ведущая американская компания по производству швейных машин. Машинки Зингер — это Соединенные Штаты Америки. И в годы Первой мировой войны это, кстати, скорее всего, вот эти проекторы и проецируют икону на купол. Вот, и в годы Первой мировой войны в этом здании находилось консульство Соединенных Штатов Америки. И именно тогда появился перед куполом, видите, там орел американский. Сейчас, кстати, давайте мы пройдем немножко, ракурс поменяю, вам лучше, чтобы было видно. Там появился американский орел, тот самый, какой на долларах у них нарисован. Ну и знаменитый дом книги, первый и второй этаж, еще нулевой, 3 этажа. Этот дом книги у нас уже получается с 1936 года. Вот. Здесь, кстати, по этой зебре можно переходить как есть. Здесь нет светофора. Светофор распространяется только на следующую зебру. Так, а я вам сейчас покажу все-таки орла. Хотя его сейчас плохо видно, он не подсвечен. Он не подсвечен. Темненький.
Ну вот он, орел, он есть, присутствует. Так, что мы, где мы? Мы на канале Грибоедова. Здесь у нас первый этаж, выход из станции метро. Зеленая ветка, выход. Канал Грибоедова. Вот-вот, видите, машинка Zinger, Made in USA. Но вот по звучанию, да, Zinger, как будто бы что-то немецкое. Но нет. США. Дойдем до большого гостиного двора. Так, Алексей, это я не понимаю, это вопрос или утверждение? Выглядит как утверждение, но я бы за других людей планы не строил. Понимаете, надеюсь, иронию. Нифига себе, храню дома швейную иглу Zinger. Прикол. Это ж, да, как этих всех. Машинка Зингера иголочку сломала. Что ты волнуешься-то? Прям разволновался весь. Так, друзья, уже упоминал Думскую башню. Видите, там человечки стоят наверху. Фотографируются. Там смотровая площадка. Вход, конечно, платный, но на этой местности самая высокая точка, так что если у вас будет возможность, то поднимайтесь. Следующая, ближайшая высокая точка — это колоннада Исаакиевского собора. Но еще следующая отсюда по удаленности — это Смольный собор. В Смольном на колокольне тоже можно подняться, там подешевле, рублей 300-400, не помню. Да и здесь, по-моему, рублей 500 вход. Но, возможно, ваша сестра продала не Zinger, а какой-нибудь Подольск. Но если она Зингера продала, то тут вопросики. Сестра ли она вам после этого? Шучу. Вопрос. Ну, до выхода на работу у нас еще чего? 3 дня. Будет ли стрим, я не знаю. Все под настроение в целом. Тему Нового года мусолить тоже долго как-то не хочется. Да и хочется все-таки сделать какой-то перерыв. Потому что я вот этим маршрутом туда-сюда здесь уже в который раз хожу. Возможно, да, Борис. Привет, Питер. Привет, Борис. Вот, я этим маршрутом уже, наверное, мне кажется, вам всем надоел. Потому что это одно и то же, одно и то же. Надо что-то менять. Возможно... я хотел отдельно прогулку по Петроградке, но я вот сегодня уже по Петроградке прошелся. И вот надо сделать паузу, я так думаю. Если какие-то есть идеи, то вы всегда можете это в телеграм-канале
ссылка в описании. Где-нибудь в комментариях начать этот вопрос. Ну или в комментариях под анонсом вот этого стрима начать что-нибудь вещать. И предлагать. Что самое главное, друзья, предлагайте, что вам интересно, где вы давно там не были или над чем ностальгируете, я туда могу сходить. Могу туда сходить, показать, заснять для истории. Ну и вам в назидание. Елка у большого гостиного двора. Сам гостиный двор. Гранд Палас. Дальше здание Пассажа. В Лахту подняться, есть экскурсии. Так, есть экскурсии, но нет желания. Потом, если кто-то заметила,